Привет! Есть такая компания, можно сказать, аудиофильская, она называется FiiO. У меня, кстати, не было пока ее продукции на обзорах, и вот она решила создать новый бренд, более бюджетный, и назвала его Jet Audio. И тут же выпустили ТВС-наушники EW1. И на самом деле характеристики там более чем интересные. Qualcomm-овский чип, кодек aptX, управление громкостью. В общем, они меня уже успели заинтересовать. Так что давайте уже отделять зерна от плевел. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Jet Audio поставляется в небольшой коробке из переработанного картона. Минимум информации на коробке, но мне такой формат вполне нравится, он не выглядит дешево. Внутри на пластиковой подкладке лежит кейс и наушники, под которыми скрывается инструкция и провод для зарядки microUSB. Ну, вроде наушники новые, могли бы уже и Type-C поставить. Также в комплекте лежит пакетик со сменными амбушюрами, всего 4 пары, но вот мне они не очень понравились. Материал не очень эластичный и мягкий, в ушах, по крайней мере в моих, сидят плохо, так что я их сразу заменил на другие. Кейс выполнен из матового пластика черного цвета. На верхней крышке гордо нанесен логотип компании, сзади порт microUSB. Кейс совсем небольшой, немного продолговатой формы. Крышка магнитная, фиксируется в открытом состоянии, что мне нравится. В закрытом немного люфтит, но не критично. Сразу небольшой косяк. При подзарядке кейса крышку полностью открыть не получается. Вроде мелочь, но такой нюанс можно было и продумать. Гением инженерной мысли тут быть не надо. При помещении наушников в кейс загорается еле заметный красный индикатор в виде батарейки. Опытным путем выяснил такую штуку. Если кейс заряжен полностью, он мигает 4 раза. Если на 75%, то мигает 3 раза и так далее. Необычная индикация заряда, но почему нет? Лучше так, чем никак. Наушники сделаны из матового пластика на внутренней части и глянцевого темно-синего пластика с небольшим переливом на внешней части. Камера плохо передает, но цвет выглядит интересно. А вот надпись на каждом наушнике Jet Audio. Если на кейсе мне относительно без разницы, что написано, то на наушниках нет, так как их все-таки постоянно видно при носке. И вот эта надпись с таким шрифтом, не знаю у кого как, но у меня отчетливо ассоциируется с классической наклейкой, которую любят лепить на машину. Ну такое. Ну ладно, это не главное. На внешней части также скрывается сенсорная панель управления, внутри контакты для зарядки и обозначения наушника. На нижней части спрятались индикаторы, и во время работы они мигают белым цветом примерно раз в 7 секунд. Я знаю, любителей такого здесь немного. Наушники довольно компактные, чуть-чуть по ширине больше, чем те же Redmi AirDots. Но в отличие от AirDots, звуковод у них расположен прямо, не по анатомии тела. Я уже много раз говорил, что у меня наушники с таким звуководом сидят менее удобно. Так что в кейсе тоже наушники можно менять местами, они абсолютно одинаковые. Кстати, на канале сейчас проходит розыгрыш наушников Xiaomi Air 2, так что если есть желание поучаствовать, ссылка на видео с розыгрышем будет в описании. Условия там совсем простые, но обязательно проследите, чтобы они были выполнены. В Jet Audio EW1 заявлена влагозащита IPX5, ну или защита от водяных потоков с любого направления. Иными словами, бегать под дождем в них можно без проблем. Производитель заявляет время автономной работы до 6 часов. Тот редкий случай, когда прям тютелька в тютельку. На максимальной громкости наушники проработали 6 часов 7 минут, и это очень солидный результат. В кейсе еще стоит аккумулятор на 420 мАч, то есть примерно на 4 подзарядки наушников должно хватить. Что мне понравилось, так это управление. Оно здесь сенсорное и функционал богатый, но немного непривычный. Касание на левом или правом наушнике – это управление громкостью. Удержание на левом – предыдущий трек, на правом – следующий трек. Двойной тап по правому наушнику – плей-пауза. Управление работает корректно, но иногда, правда, случайно громкость переключаешь, но это дело привычки. В целом мне понравилось. Микрофоны. Проверяем работу микрофонов Jet Audio в тихом пространстве, незаведенная машина. Ну, если честно, мне не очень нравится ощущение, как будто я разговариваю по какой-то рации. Ну, то есть слышно, но я бы сказал, наверное, на 3. Проверяем работу микрофонов Jet Audio в машине. Кондиционер включен на 3 деления 4, музыка на фоне на 9. Ну, теперь тут уже такая какофония звуков, каша, можно сказать, практически. Ну, 3, да, наверное. Проверяем работу микрофонов Jet Audio на улице. Ветра практически нет. Где-то там едут машины. Ну, тоже мне не очень нравится. Ну, конечно, разговаривать можно в экстренных случаях, но не очень комфортно. Ну, честно говоря, микрофоны мне не очень зашли. В случае чего докричаться до собеседника, конечно, можно, но не более.
Задержка звука в YouTube практически не ощущается, но совсем небольшая есть. В играх все по классике. Играть в шутеры без вариантов. Или без наушников, или с проводными. По стабильности соединения ничего плохого сказать не могу. В рюкзаке и заднем кармане прерываний нет. В метро иногда бывает, но это у всех так. Дома пробивает через две стены, дальше уже заикаются. Качество звучания. В каждом наушнике установлен 6-мм динамический излучатель, и при подключении к телефону автоматически подключается кодек aptX. Помните, в одном из выпусков я говорил вам про первое впечатление. И вот тут оно приятное. Jade Audio EW1 звучат объемно. Низких частот ровно столько, сколько нужно, прям такая золотая середина. Глубокий бас не сильно, но чувствуется. Середина довольно чистая, детализация неплохая. Высокий, правда, может немного зажатый, но не критично. Это, конечно, не лучшие уши, что я слушал, но свои деньги они отыгрывают более чем. И рок, и акустика, и современный хип-хопчик Jade Audio отыгрывает хорошо. Такие универсальные ушки. По ссылке в описании можно увидеть рейтинг всех наушников на канале. Ну и могу сказать, что Jade Audio звучат примерно на уровне Syllable S101, может быть даже в каких-то планах чуть приятнее. Jade Audio EW1 можно купить на AliExpress за $40-42. И за эти деньги мы получаем реально качественное звучание и богатое сенсорное управление. В принципе, они мне понравились всем, кроме микрофонов. Они вроде громкие, но разговариваешь как будто по рации. В общем, если для вас в приоритете качество звучания, то их вполне можно рассматривать к покупке. По звуку они мне понравились. Если выпуск был полезен, поставь лайк и подпишись на канал. И пиши в комментарии, как тебе Jade Audio EW1. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока.